26-й год только наступил, но если вы посмотрите, что транслируют российские государственные СМИ, вам покажется, будто сменилась эпоха. Редакционная политика трансформировалась радикально. Теперь там осуждают военную операцию и подробно освещают антивоенные протесты. Из репортажей Первого и Второго каналов следует: если гражданин не согласен с тем, что спецоперация нужна, он может выйти на улицу с транспарантом, может выступить против решений Верховного Главнокомандующего и действий своей армии. А вот преследовать такого ответственного и неравнодушного гражданина нельзя. Антивоенных и оппозиционно настроенных активистов впервые показали по российскому телевидению в выгодном свете. По-новому заговорили не только работники телевидения, но и дипломаты. МИД России объявил спецоперацию актом военной агрессии. Вот цитата из официального заявления. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом. Важно настроиться на нахождение выхода из положения. Жестче всего выступил представитель России в ООН Василий Небензя. Говорит, решительно, осуждаем акт агрессии. Для цинично совершенного преступления нет и не может быть никаких оправданий. Сегодня поговорим о том, как отечественный официоз вернулся к миролюбивой риторике. И не только об этом. Прежде чем начнем, только напомню, по ссылке в описании вы найдете бесплатные способы по обходу блокировок в России, чтобы вернуть себе нормальный интернет. Мы там каждый день сами их тестируем, так что все работает. А спонсор рубрики сейчас — сервис Shiva VPN. Он дает 3 бесплатных дня на тестирование, так что попробуйте. Приведу еще несколько положений из исторической речи Небензи в ООН. Дипломат подчеркнул, что международный разбой недопустим в любом случае, независимо от того, признаем мы власть в другой стране легитимной или нет. Небензи четко проговорил, что военную агрессию одного государства против другого ни в коем случае нельзя ни игнорировать, ни забалтывать. Вторжение должно сразу же получить четкую и недвусмысленную оценку, иначе провалится весь существующий миропорядок. И если вторжение не получается пресечь, его нужно как минимум осудить. Иначе агрессор, цитирую, самоутвердится в роли некоего высшего судьи, у которого одного есть право вторгаться в любые страны, определять виновных, назначать их наказания и приводить в исполнение, невзирая на понятие международной юрисдикции, суверенитета и невмешательства. На мой взгляд, вообще-то это одна из важнейших цитат в истории российской дипломатии. Действительно, огромная беда, если руководство какого-либо государства назначает морально-этическим ориентиром себя и начинает действовать силовыми методами, исходя из такой установки. Вмешивается в чужие внутренние дела, развязывает кровопролитную войну, а на занятой территории по своему усмотрению карает иностранных граждан. Хотя те жили у себя дома в соответствии с местными законами и правилами. В заключение Небензя сказал, как отрезал. Разве к такому миру мы стремились? Разве на это направлена реформа ООН? Вот на какие вопросы нам всем важно ответить сегодня. И если ответ этот будет честным и принципиальным, то тогда, может быть, и руководство, заявляющее о намерении управлять другой страной, заглянет в собственную конституцию. Лучше не скажешь. И кое-что добавила пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что смерть всякого человека трагедия, и неважно, какой у него паспорт. Был он гражданским или военным. Просто так переступать через гибель людей невообразимо, говорит Захарова. Мы в каком вообще живем измерении? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий? Думаю, никакой интриги не получилось, и вы с первой же секунды догадались. Ответственные антивоенные граждане, ставшие героями телепередач, это жители Нью-Йорка и Вашингтона. А та военная спецоперация, которую российская дипломатия осудила, случилась в Венесуэле. Как говорится, а вы о чем подумали, товарищ Берия? Но если серьезно говорить, МИД России реализует циничную, однако довольно эффективную медийную стратегию. Обвинять других в том, что делаешь сам. В случае с Венесуэлой используется один из вариантов такой технологии – уличить других в том, что они ничем нас не лучше, мол, все одним миром мазаны. Но есть и более радикальный вариант, когда не сравнивается одно с другим, но конкретные совершенные тобою действия просто приписываются другой стране. Такое МИД России тоже вовсю практикует. Он, например, с большой помпой представил международному сообществу свою фотовыставку под названием «Мы обвиняем». Открывает выставку обращение Родиона Мирошника, должность которого звучит так.
посол по особым поручениям МИДа России по вопросам преступлений киевского режима. В обращении Мирошник этот пишет следующее. Мы, говорит, представляем фотосвидетельства украинских преступлений в Донбассе и на прифронтовых российских территориях. Из 17 фотографий 7 сделаны в разрушенном Мариуполе. Снимки уничтоженных мариупольских кварталов, которые держала в блокаде и штурмовала российская армия, представлены как свидетельства украинских преступлений. Причем даже на внутрироссийских телеканалах и на радио многие ведущие давно уже не отрицают, что российская армия сносит под ноль города на русскоязычном востоке Украины. Они говорят, мол, так поступать правильно, и призывают продолжать в том же духе. Как вы думаете, как долго и какими средствами будут продолжаться штурмы по-настоящему больших городов? Вы представляете, что будет с Харьковом, например, когда мы его будем штурмовать? Представляете? Нет? Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет. Но вернемся к фотовыставке МИДа. На ней также представлен Северодонецк. Вот снимок. Сломанный крест, побитое осколками изображение архангела, груда кирпичей. Это кафедральный собор Рождества Христова. Впервые он попал под обстрел еще в марте 22 года, а во время штурма Северодонецка в него постоянно прилетали снаряды. О чем, кстати, писали на сайте православие.ру, одном из крупнейших тематических порталов России. Но там никак не уточнялось, чьи именно эти снаряды. Ведь если город в 22-м штурмовала армия России, то было очевидно, чьи. Но теперь, если говорить в терминологии МИДа, предпринимаются попытки переписать историю. Автор черно-белых фотографий Сергей Винявский, фотограф и главный редактор журнала «Новые регионы России». Вот что он пишет в аннотации к выставке. Сегодня основная задача журналиста – показывать всему миру то, что происходит на самом деле. Визуально свидетельствовать о преступлениях киевского режима против мирного населения и доносить эти документальные факты до всего мирового сообщества. Нечто подобное, кстати, сейчас воспроизводится и в Центральном музее Великой Отечественной в Москве. Сейчас поговорим об этом, но сперва хочу сделать объявление о моей новой книге. Она здесь немного в тему. Нельзя отрицать, Вторая мировая до сих пор продолжает влиять на нашу с вами жизнь. Ее эхо проходит сквозь поколения. В честь победы в России названы улицы, по всей стране раскиданы около 1000 мемориалов вечного огня в память о погибших солдатах. Да и по всему миру вы то там, то тут увидите памятники Второй мировой. В Лондоне, Берлине, Чехии, на Гавайях и Окинаве, в Ухане, Пхеньяне, Сингапуре, почти повсюду. История Второй мировой – это наша с вами история, и для тех, кто хочет в ней разобраться, мы решили создать собственный такой учебник с максимально консенсусными историческими данными и красивыми иллюстрациями. И это первый том нашей серии. Над ним работала та же команда, что делала сериал по Второй мировой на моем канале. Мы проверяли каждую деталь, посмотрели сотни архивных фотографий, чтобы иллюстрации в книге были максимально точными. Создание первого тома заняло у нас 7 месяцев, и это без учета наработок, сделанных в процессе создания сериала. А мы над ним работали 4 года. Первый том рассказывает о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти, как началось все с аншлюза Австрии, а потом дошло до захвата Польши и Франции, что делали Британия и СССР, как именно началась Великая Отечественная. Книгу мы сделали максимально, интересно и легко читаемо. Она вся с иллюстрациями, на каждой странице иллюстрация, которую мы делали, вложив в это много сил и внимания. Доставляется книга по всему миру, кроме Беларуси. Это не тот случай, когда надо ждать выхода всей серии. Создание второго тома мы будем финансировать из продаж первого. Так что покупайте книгу, у нее отличное качество, тем более скоро праздники, прекрасный будет подарок. Вы также можете поддержать наш проект. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам второй том из самого первого тиража. А за пожертвование в $1000 ваше имя окажется в списке благодарности в конце второго тома, и вы получите его с моим автографом. Важно добавить, покупать книгу в России законно, вы ничего не нарушите, купив ее. Покупка это не конфиденциальная. Могут, например, утечь базы службы доставки, как уже бывало. Секрета тут сделать не выйдет, но мы продаем книгу легально и законно, покупатели ничего не нарушают.
Ссылка в описании. Ну а теперь вернемся к Z-выставкам в России. Одна из них проходит в Центральном музее Великой Отечественной в Москве. Музей этот теперь именует себя Музеем Победы через Z. По тем же лекалам там сделали выставку «Обыкновенный нацизм». Название – отсылка к знаменитому киноэссе «Обыкновенный фашизм», которое авторы, очевидно, не смотрели. Выставка, как нетрудно догадаться, рассказывает, что Украина, мол, нацистское государство, прямой наследник Третьего рейха и гитлеровских коллаборационистов. Как одно из доказательств этого утверждения снова представлена история Мариуполя, который, дескать, 8 лет терзали украинские нацисты, а в 22 году решили уничтожить. На выставке ничего не сказано о том, кто руководил городом до 22-го, иначе бы вышла неувязочка. Руководила ведь команда тотально русскоязычных и довольно пророссийски настроенных политиков. Зато на выставке крутит по кругу речь нового хозяина Мариуполя, МММчика Дениса Пушилина, который прямо сейчас освобождает город от местных жителей, лишая тех прав собственности на уцелевшие квартиры. Значимая часть выставки посвящена другому городу – Рубежное. Там жили почти 60 тысяч человек, но весной 22 года город был почти полностью уничтожен в ходе штурма. Однако, согласно сюжету выставки, Рубежное превратили в руины украинские нацисты. До весны 22-го они себя как-то сдерживали, но стоило Владимиру Путину начать СВО, сразу же начали разрушать город. Такое вот совпадение случилось. Рубеж террора. Город пострадал от бесчеловечных обстрелов артиллерии ВСУ. Только после освобождения от националистов горожане смогли вернуться к мирной жизни. Не уточнено, сколько горожан остались и что за жизнь у них теперь. Зато представлены две фотографии, датированные мартом 22-го. Освобожденный город Рубежное. Стихийное захоронение мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Жертвы военной агрессии ВФУ. В марте 22-го Рубежное начала штурмовать российская армия. Бои продолжались до мая. Армия России наступала, украинские силы находились внутри города. Элементарная логика подсказывает, по городу стреляла из артиллерии наступающая сторона, а не обороняющаяся, которая совершала бы самострел из гаубиц и пушек. Однако цель выставки не в логичном повествовании, ведь нужно обвинить в совершенном другую сторону. Поэтому под стеклом витрины лежит обугленный номер со стены сожженного дома. Задавать вопросы, а кто же это сделал, кто и зачем сжег дом, значит заниматься дискредитацией армии, за которую предусмотрен длительный тюремный срок. Сейчас, в 26-м году, сложно в полной мере оценить все эти ужимки, которые генерирует официоз, все эти высокопарные обвинительные речи. Но пройдет немного времени, и умение сложить 2 плюс 2 не будет уголовно наказуемым. И тогда всякий человек в России будет чувствовать стыд и брезгливость при соприкосновении с историей России в 20-е годы. Да, всякая дипломатия до определенной степени лицемерна. Да, на всякой войне первой жертвой оказывается правда. Все мы помним и пробирку с порошком в Совбезе ООН. Но должна же быть какая-то мера. В каком-то смысле даже часть путинских пропагандистов бунтует против настолько тупого перевирания фактов. Правда, бунтуют по-своему. Дескать, хватит стесняться и сваливать все на украинцев. Давайте творить зверство с открытым забралом. Уничтожать города, убивать их жителей. Не спихивать с себя ответственность, а прямо и честно этим гордиться. Не будет ничего страшного, если какая-нибудь краля Галя сдохнет в коликах. В Чернигове. Сложно, конечно, сказать, что более отвратительно. Показная благочестивость, с которой Небензя и Захарова читают обвинительные речи, а их коллеги клепают лицемерные выставки, или упоение собственным зверством, которое предлагают телевизионные людоеды в качестве альтернативы. То и другое — две грани одной и той же политики, слетевшего с катушек государства. И в будущем все это вызовет оторопь у всякого, кто будет читать книги, смотреть фильмы и посещать выставки, посвященные нынешнему времени. До завтра.